5000 закаленных в боях римских воинов, одетых в блестящие доспехи, идут строем по туманным холмам Шотландии. Впереди неизвестность, позади Великая империя. Это 9-й испанский легион, одно из самых элитных подразделений римской армии. Но что-то пошло не так. Легион ушел на север и больше не вернулся. Исчезли все, от последнего солдата до командующего. Не осталось ни писем домой, ни боевых знамен, ни даже могил. Словно 5000 человек растворились в туманах Каледонии. Добро пожаловать в архив загадок. Сегодня мы попытаемся разгадать одну из величайших военных тайн в истории человечества. Что случилось с 9-м легионом Рима? А пока не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, тогда вы точно не пропустите наши следующие выпуски. Итак, погнали! Legio 9 XS Hispana, 9-й испанский легион. Это имя наводило ужас на врагов Рима на протяжении 3 столетий. Основанный еще Юлием Цезарем, этот легион прошел путь от гальских походов до Туманного Альбиона. Представьте масштаб. Полноценный легион — это не просто солдаты, это целый город на марше. 5200 легионеров, разделенных на 10 когорт. Каждая когорта как отдельный полк, со своими офицерами, знаменосцами, музыкантами. К ним добавлялись вспомогательные войска, алы кавалерии, отряды лучников, инженеры, врачи, повара, оружейники. В общей сложности около 8000 человек. Это колонна длиной в несколько километров, растянувшаяся по дорогам. 9-й легион заслужил свое прозвище «Испанский» в кровопролитных войнах на Пиренейском полуострове. Эти воины знали, что такое сражаться с горными племенами в их родных землях. Они побеждали кельтиберов, лузитанов, астуров, народы, которые предпочитали смерть покорности. Но Британия была особенной. Остров туманов, где деревья шептались на неизвестном языке, где воины раскрашивали тела синей глиной и появлялись из ниоткуда, как призраки. В 43 году нашей эры 9-й легион высадился на британском берегу вместе с армией императора Клавдия. Впереди их ждало десятилетие войн, восстаний и маршей по болотам и лесам этого проклятого острова. 60-й год нашей эры. Восстание Баудикки, королевы Иценов, превратилось в настоящий кошмар для римлян. Вся Восточная Британия в огне. Ландиний, Камулоденум, Веруламиум, 3 крупнейших римских города стерты с лица земли. 70 тысяч римлян и союзников убиты. И кто встал на пути этой волны ярости? Конечно же, 9-й легион под командованием Квинта Петилия Цериола. Легион двинулся навстречу орде Баудикки, не зная, что идет в ловушку. Битва была жестокой и неравной. Британские колесницы, воины с развивающимися волосами, женщины с копьями — все смешалось в кровавом хаосе. Но римская дисциплина взяла верх. 9-й легион выстоял, хотя и понес тяжелые потери. После подавления восстания легион получил новое назначение – охрану северной границы. Их база находилась в Эбраке, современном Йорке. Отсюда они совершали рейды против пиктов и каледонцев, диких племен, которые так и не покорились Риму. Эти походы были особенно опасными. В отличие от галлов или германцев, каледонцы не давали открытых сражений. Они практиковали то, что сегодня мы называем партизанской войной. Внезапные налеты, засады в лесах, отравленные источники. Римские историки описывали каледонцев как людей, которые предпочитают свободу в болотах, рабству в мраморных дворцах. Они знали каждую тропу, каждое укрытие в своих туманных горах. Но 9-й легион был элитой. Эти солдаты сражались от Испании до Германии. Они строили дороги, крепости, акведуки. Они несли цивилизацию на край известного мира. И все же, что-то пошло не так. Около 108 года нашей эры произошло событие, которое римские историки предпочли забыть.
9-й легион получил приказ выступить на север. Цель похода остается загадкой по сей день. Возможно, это была обычная карательная экспедиция против восставших каледонских племен. Возможно, разведка боем перед большим наступлением. А может быть, секретная миссия по поиску золотых рудников, о которых шептались торговцы. Что мы знаем точно? Легион покинул свою базу в Выбараке и направился на север, в земли за Адриановым валом. Этот вал, 120-километровая стена, которую позже построит император Адриан, еще не существовал. Граница проходила значительно севернее, по линии крепостей от Клайда до Форда. Командовал легионом, а вот здесь начинаются загадки. Обычно римские источники тщательно фиксировали имена командиров, особенно легатов легионов. Но имя последнего командира 9-го легиона история не сохранила. Почему? Колонна выступила в поход в полном составе. Представьте себе эту картину. Тысячи солдат в красных плащах, сверкающих доспехах. Штандарты легиона реют на ветру, золотой орел – символ римской мощи. Обоз растягивается на километры, повозки с провиантом, осадные машины, походная кузница. И все это исчезло. Просто исчезло, словно никогда не существовало. Первые тревожные сигналы поступили через несколько недель. Гонцы, посланные из Ибарака, не находили никаких следов легиона. Ни дыма от походных костров, ни разведчиков на дорогах. Поисковые отряды обнаружили только странные детали. В одном месте брошенные повозки без следов борьбы. В другом – погасший костер с нетронутой пищей, словно люди просто встали и ушли, оставив все как есть. Но самое жуткое – полное отсутствие тел. Даже если легион попал в засаду и был уничтожен, где кости, где оружие, где хотя бы обрывки красных плащей? 5000 человек не могут исчезнуть бесследно. Или все же могут? На протяжении почти 2000 лет археологи, историки и просто любители тайн пытались найти следы пропавшего легиона. И кое-что они действительно нашли. 1928 год. Деревня Силчестер в Южной Англии. Рабочие, копавшие фундамент, наткнулись на странную находку – бронзовое крыло орла. Римский военный орел. Но не целый штандарт, а только крыло, словно кто-то намеренно его сломал. Экспертиза показала – орел датируется началом II века нашей эры. Именно тогда, когда исчез 9-й легион. Совпадение? Или кто-то пытался скрыть улики? 1961 год. Раскопки в Йорке, древнем Эбораке. Археологи обнаружили надгробие центуриона Луция Дукция Руфина из 9-го легиона. Надпись гласила «Убит врагами». Но где? Когда? Надгробие молчало. А затем серия загадочных находок по всей Шотландии. Римские монеты, закопанные в спешке, фрагменты доспехов в болотах, наконечники пилумов, тяжелых метательных копий легионеров в самых неожиданных местах. Но все эти находки только углубляли загадку, почему оружие и снаряжение разбросаны по такой огромной территории, почему нет массовых захоронений, и главное, почему римские источники хранят упорное молчание о судьбе целого легиона. В 2010 году британские археологи сделали сенсационное открытие. В болотах близ озера Лох-Ломонд они обнаружили останки римского лагеря. Размеры лагеря соответствовали расположению целого легиона. Радиоуглеродный анализ показал, лагерь использовался в начале II века нашей эры. Но и здесь та же загадка. Лагерь покинут в спешке, но без признаков битвы. Словно легионеры просто собрались и ушли. Но куда? За 2 тысячелетия историки выдвинули десятки теорий о судьбе 9-го легиона. Каждая из них имеет своих сторонников и противников. Давайте разберем основные версии. Версия первая. Военная катастрофа. Самая очевидная версия – легион попал в засаду и был полностью уничтожен каледонскими племенами. Римские источники молчат об этом позоре, ведь потеря целого легиона – удар по престижу империи. Эта теория подтверждается тем, что в период исчезновения 9-го легиона на севере Британии действительно вспыхнули мощные восстания. Каледонцы и пикты объединились против римлян.
Возможно, 5000 легионеров стали жертвой искусно спланированной засады в горных ущельях. Но есть проблема. Даже при полном разгроме должны остаться следы – кости, оружие, фрагменты доспехов. Где все это? Версия вторая. Переброска на другой театр. Некоторые историки считают, что 9-й легион не исчез, а был тайно переброшен на Дунайскую границу, где разразилась война с даками. Возможно, легион погиб там, в боях с воинами царя Децибала. Эта версия объясняет отсутствие следов в Шотландии. Но почему римские источники не упоминают о такой переброске? Перемещение целого легиона – событие, которое невозможно скрыть. Версия третья. Мятеж и дезертирство. А что, если легион поднял мятеж? История Рима знает случаи, когда целые легионы переходили на сторону врага или провозглашали своих командиров императорами. Возможно, 9-й легион, устав от бесконечных походов по туманным болотам Каледонии, решил основать собственное государство где-то в горах Шотландии. Смешался с местными племенами, растворился среди них. Эта версия романтична, но маловероятна. Римская военная дисциплина была железной, мятеж целого легиона – событие почти невозможное. Версия четвертая. Эпидемия. Возможно, легион стал жертвой эпидемии. Чума, оспа или какая-то местная болезнь могла выкосить большую часть солдат. Выживших было слишком мало, чтобы вернуться домой. Но тогда где массовые захоронения? Римляне были педантичны в вопросах погребения даже во время эпидемии. Версия пятая. Мистическая. Самая фантастическая версия предполагает вмешательство сверхъестественных сил. В кельтской мифологии Северная Шотландия – земля сидов, волшебного народа. Возможно, друиды каледонцев призвали древние силы против захватчиков. Эта версия, конечно, не имеет научных оснований, но она отражает то мистическое влияние, которое Каледония оказывала на воображение римлян. Для них это была земля на краю мира, полная духов и древних богов. 21 век принес новые методы исследования исторических загадок. Спутниковая археология, геофизические исследования, анализ ДНК – все это дает надежду на разгадку тайны 9-го легиона. В 2019 году международная группа археологов начала систематические поиски в Шотландии, используя лидарное сканирование. Эта технология позволяет видеть сквозь лесной покров и обнаруживать скрытые под землей структуры. Первые результаты оказались интригующими. В долине Гленко исследователи обнаружили аномалии, которые могут оказаться остатками римского лагеря. Размеры соответствуют лагерю легиона. Генетические исследования жителей Шотландии также дают пищу для размышления. У значительного числа шотландцев обнаружены генетические маркеры, характерные для жителей Средиземноморья. Конечно, это может быть следствием многих факторов, но некоторые ученые связывают это с возможным растворением римских солдат среди местного населения. Самое интересное открытие было сделано в 2021 году. В торфяных болотах близ Стерлинга обнаружили прекрасно сохранившийся римский щит. Щит принадлежал солдату 9-го легиона. Об этом свидетельствует уникальная эмблема Наумбони. Но щит найден в 200 километрах от предполагаемого маршрута легиона. Как он там оказался? Это новая загадка в старой тайне. Итак, что же случилось с 9-м легионом Рима? Спустя почти 2000 лет мы по-прежнему не знаем ответа на этот вопрос. Скорее всего, правда окажется прозаичной. Легион погиб в одной из многочисленных стычек с каледонскими племенами, а римские власти предпочли замолчать эту неудачу. Тела были сожжены или захоронены так, что следы не дошли до наших дней. А может быть, тайна гораздо глубже. Возможно, 9-й легион стал жертвой событий, которые изменили саму ткань истории, событий, о которых мы можем только догадываться. Туманы Каледонии хранят свои секреты, но археологи не сдаются. Каждый год приносит новые находки, новые версии, новые надежды на разгадку. Судьба 5000 римских солдат остается одной из величайших загадок истории. Загадкой, которая продолжает волновать умы исследователей и любителей тайн по всему миру. Это был архив загадок. Подписывайтесь на канал, если хотите узнать больше о тайнах прошлого. До встречи в следующем выпуске, где мы расскажем о другой загадке, не менее захватывающей.